Хазарский каганат. Из степной пыли на престол и обратно. Сильнейшее царство на востоке Европы. Соперник Византии, Ирана и Руси, основатель Руси. Каких только званий нельзя придумать для государства Хазар, и все они будут справедливыми. Царство, возникшее в пустынной зоне, на самом отшибе цивилизованных стран. Народом, который по крови был скорее иранским, по языку тюркским, а по религии вообще иудеем. Чья мощь рассыпалась в прах так же быстро, как и возникла. Источники данных о Гаганате Хазар, письма иностранцев, прежде всего Византии и Ирана, так как его собственная письменность была рунической, до сих пор плохочитаемой. А главное, еврейско-хазарская переписка между царем Хазаров и иудеями Испании. Для западных иудеев, живших в Испании, было шоком узнать, что на Далеком Востоке есть народ иудей, который как-то живет за пределами цивилизованного мира. Из переписки выяснилось, что хазары контролируют торговые пути с востока на запад, используя Кавказ и Дарьялский переход как ворота в Европу. Их держава богатеет на сборе дани с окружающих народов, с торговых караванов, идущих в обе стороны, и сейчас испытывает большие проблемы из-за постоянной войны с гегемонами региона – Византией и арабским халифатом. В 732 году будущий халиф Мирван, а пока просто военачальник Мирван, вторгся на Кавказ с огромной армией и разбил хазарское войско. Правитель Хазар с остатками войска бежал, и арабы ушли пустыми, однако сообщили, что в ходе джихада языческий царь принял ислам. Хазары же сообщают, что к ним явились представители христиан, мусульман и иудеев и потребовали сделать выбор. Выбор пал на иудаизм. Его сделал Каган Булан, выслушав все стороны и решив, что самая древняя религия будет самой верной. Кроме того, делать выбор между Византией и халифатом означало примкнуть к кому-то и потерять индивидуальность. Хазары выпустили серебряные монеты, где по-арабски сурами из Корана было написано, что Моисей – пророк. И мусульмане не могли с этим спорить, ведь и Муса тоже являлся пророком, а хазары умудрились верить в то, что делало их не врагами и всем прочим. Имя Хазар, безусловно, тюркское, созданное по тому же принципу, как авары, булгары, татары, тугары и тому подобное. Этнически они представляли собой потомков иранских кочевников Средней Азии, сарматов и саков, куда влились тюркские племена, дали им тюркский язык, а затем огромной волной пришли на запад, на Волгу. Правили хазарами два правителя разом – хан и Каган. Хан управлял внутренними делами, а Каган – войной, религией и внешними сношениями. Каган не выходит из дворца, ведет праздную жизнь, сообщают арабы. Во время неудач или проигранной войны Кагана просто убивают и выбирают себе другого. Реальная же власть принадлежит бекам, полководцам при дворе. Если жены Кагана жалуются на слабость своего монарха, ему может бросить вызов бек или хан и убить того в ритуальном поединке. Некоторых каганов убивали по достижении 45 лет, тогда их душили шелковой веревкой. Вероятно, иудаизм искоренил этот жуткий обычай. Каганы брали себе еврейские имена – Аарон, Иосиф, известные нам, что означало символический отказ от прошлого, однако не признали себя потомками Авраама, говоря, что они из колена Ашина, легендарного волчьего рода всех тюрок, который один и имел право на власть. Летом хазары кочевали в степи, не признавая города, как кочевники-скифы еще 1000 лет назад, но скоро хазарам построили крепости византийцы и аланы, крупнейшую из которых Саркел, хазары сделали столицей. Белый известняк стал кирпичами для Саркела, белого города, обнесенного белоснежной стеной с красной черепицей. По факту иудеями стали лишь нобели каганата, основная же масса населения была крайне пестрой. Славяне и варяги – язычники, аланы и грузины – христиане, арабы и азиатские тюрки – мусульмане. Во что верили сами хазары – загадка. Есть термин тенгрианство, введенный Гумилевым, как некая солянка из сибирского шаманизма, в которую помещают все религии тюрок. Вероятно, что-то подобное было у хазар. Жили ли славяне в каганате Хазар? Безусловно. Их следы находят в самой степи, а также почти все славянские племена были данниками хазар. Более того, славяне были одним из главных товаров каганата.
Рабы, серебро и дань были основными источниками доходов, и источниками пополнения рабов становилась лесная зона будущей Руси. Копились огромные деньги, армия наемников из тюрок, варягов и самих хазаров охраняла покой империи, что служило поводом для постоянных войн внутри страны. Проигравшие части хазар уходили к соседям – венграм, славянам, арабам. По довольно убедительной версии, именно так и возник Киев, мать городов русских. Одно из первых упоминаний Киева у греков – город Самватас, буквально верхняя крепость на хазарском. Вокруг Киева есть ряд тюркских топонимов. В то же время действовал хазарский бек-Куяб, который мог бы назвать город имени себя. С хазарами связана практически вся известная по летописи топонимика древнего Киева. Жиды, жидовские ворота, Казаре, Копырев конец, возможно от названия Кабар, Кавар, одного из племен хазарской общности. Пасынча беседа, может происходить от басинг, сборщик дани у хазар. В русском богатырском эпосе присутствует богатырь Жидовин. Хазарский бек Пейсах разбил набег русов во главе с князем Олегом, проплаченный Византией. Действуя вместе с венграми, чей вождь Лебедий был женат на хазарке. А три рода хазар переселились в Этелькузу, степную Венгрию. Каганат довольно успешно отбивал атаки русов, греков, арабов и других кочевников. Нормализовав отношения с арабами, хазары стали все более торговой, нежели военной империей, но тут их и ждала беда. Византия все чаще натравливала на них соседей, тюрок и русов, постепенно отбивая у них самые доходные куски. Хазары ответили разгромом Олега и атакой на греческие города в Крыму. Но вскоре русы вернулись вновь и уже не просто грабили, а пытались завоевать земли хазар. За 5 лет князь Святослав разбил сначала войско Кагана и взял Саркел, сделав его русским городом Белая Вежа. А затем в союзе с агузами уничтожил другие крупные города Каганата Итиль и Семиндер. Хазария перестала существовать. Через 20 лет разбитые остатки хазар вернутся в родной город, получив помощь от Хорезма в обмен на обращение в ислам. Однако возврата к былой мощи не будет и в помине. Хазары стали народом, у которого нет потомков. Известно, что их часть растворились в жителях степи, Кавказа и Руси. Значительная часть влилась в состав евреев Ашкенази, однако исследования гаплотипа не выявили высокой доли тюркских или славянских групп у них. Ни одно государство мира не взяло их в свои предки. Понравилось видео? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал.